Весной 2020 года фанаты серии Streets of Rage получили великолепную четвертую часть. Игру на релизе я не застал, я понятия не имел о существовании Streets of Rage, но когда я все-таки стал в нее задротить, мне начали приходить мысли о том, чтобы сделать видеоролик об этой игре. Однако уже тогда я предполагал, а в дальнейшем и убедился в том, что не смог бы в полной мере рассказать обо всех прелестях и недостатках данного проекта, не рассмотрев предыдущие части. Итак, доставайте свои чаи и печеньки, впереди нас ждет целая история Streets of Rage. На пустом месте Streets of Rage не появилась. По сути, игру можно назвать в какой-то степени клоном гиперпопулярного на тот момент Final Fight. Последняя еще из игровых автоматов переселилась на Super Nintendo, и Sega, которые на тот момент вели мега агрессивную борьбу с Nintendo, ничего не оставалось, кроме как выпустить битэмап в похожей стилистике. У них был Golden Axe, но он не был конкурентом Final Fight, хотя там можно было кататься на динозаврах, что, безусловно, пиздато. Итак, в 1991 году на Sega Mega Drive в Японии и Genesis в США выходит Streets of Rage. Разница между версиями консоли не особо важна в контексте обзора, но вот версии игры в разных регионах отличались. Так, например, вся серия Streets of Rage в Японии называлась Bare Knuckle. Третью часть вообще кардинально изменили, но до нее еще 2 видоса, поэтому не будем забегать вперед. Streets of Rage — это серия beat'em-up игр. Перед тем, как приступить к обзору самой игры, я расскажу все приколы жанра, чтобы потом не было недопониманий. Основная особенность битэмапа как игрового жанра заключается в том, что для продвижения по игре дальше нужно разобраться со всеми противниками на уровне. Это уже стало атовизмом, ибо сейчас редко встретишь игры, где ты только и делаешь, что разбиваешь панком лица. Ну, не только панком. Ну да ладно. Посвятил-то я целый ролик и посвящу еще штук 5 Streets of Rage как раз потому, что разбивать лица в этих играх интересно. Интересно даже в первой, хотя она на вид простенькая. Но не судите о книге по обложке, друзья. Хотя унижать работу художника обложки тоже неправильно. Но вы же у меня умные и так все понимаете. Бить или хоть как-то противодействовать вражеской стороне нам приходится в абсолютном большинстве видеоигр. Игр, где враги превосходят игрока в количестве, тоже большинство. Но битэмапы — хорошие битэмапы. На фоне этого большинства выделяется тем, что драки с толпой не ломают боевую систему. Она на сражение с толпой и рассчитана. Игроку от этой толпы нужно как-то избавляться, а так как, по крайней мере, в SOR простой спам атаки не работает, ему нужно придумывать и применять тактику. Тактический элемент в битэмапах называется крауд-контролем, или же контролем толпы. Это понятие означает введение противника в нужное игроку состояние. Инструментов для маневрирования между противниками, а также для успешного избегания и нанесения урона в Streets of Rage с каждой игрой появлялось все больше. Апофеоза серия достигла в последней итерации Streets of Rage 4. Однако видео, которое вы смотрите сейчас, про самую первую часть Яростных улиц, поэтому пора бы уже начать говорить конкретно про нее, а то я что-то опять тут воду лью. Как только мы включаем игру, нас встречает и сопровождает на протяжении всей игры очень классный саундтрек. Небольшой брифинг местного сюжета, мол, есть такой вот Мистер Икс, и он хочет захватить весь город, но наши бравые ребята Адам, Аксель и Блейз его, конечно же, остановят. Большинство игр в те времена очень продуманным сюжетом и крайне интересными персонажами не могли похвастаться, поэтому придираться не будем. Персонажи отличаются параметрами характеристик и базовым комбо, или в простонародье 1, 2, 3, 4. Первые 3 удара вводят противника в непродолжительный стан, или просто обездвиживают их, а последний удар отправляет врага в нокдаун. У Акселя каждый удар наносится с одинаковой скоростью, и все 4 удара можно нанести довольно быстро, спамя кнопку удара. Адам бьет медленнее Акселя, и третий удар подбрасывает противника в воздух. Блейз 4-м ударом делает сальтуху, и предназначение этого мува я так и не выкупил. Если говорить о характеристиках, то все довольно просто. Блейз быстро бегает и высоко прыгает, но слабо бьет. Аксель быстро бегает и сильно бьет, но не высоко прыгает. Ну а насчет Адама вы и так понимаете. На самом деле разница не такая большая, чтобы придавать этому значение, но она достаточно, чтобы на speedrun.com спидраны первого SOR были разделены на категории именно по персонажам.
Эта традиция будет сопровождать серию вплоть до 4, а там, уж поверьте, разница между персами просто колоссальна. Я всю жизнь мейнил Акселя, поэтому и в первой части я буду бегать за него. Всем здорово, это монтажный пар. Аксель сосет. Играйте за Blaze, ради бога. В Streets of Rage игрок еще может вызвать подмогу в виде полицейской машины, которая убивает всех противников на экране. Однако эта возможность на жизнь всего одна, за исключением случаев, когда вы можете подобрать эту машинку. Еще, подойдя вплотную к противнику, игрок может взять его в захват. И относительно от того, взяли ли вы его сзади или спереди, ну вообще слева или справа, но так как это 2D игра, мы говорим относительно врага, вы можете применить разные удары. Если у вас не получилось взять его со стороны, с которой хотели, то можете просто перемахнуться через него и уебать его об землю. Также игрок может подобрать какое-то оружие, валяющееся на полу, вроде биты, трубы, ножа, стеклянной бутылки или какой-то дымовой гранаты. Такая фича была еще в Double Dragon на NES, и это еще более бородатая игра, чем Streets of Rage. Проблема оружия в том, что поднятие осуществляется на кнопку удара, и в большинстве случаев вы стараетесь его избегать. А возможность выкинуть оружие из рук вообще появилась только во второй части. В общем, лучше его вовсе не трогать. Sega Mega Drive 91 года. Это значит, что у игрока в руках трехкнопочный контроллер, и разработчикам пришлось внедрить в игру не только действия, которые срабатывают нажатием нескольких кнопок одновременно, например, обратный удар с инпутом прыжок плюс атака, но еще и отдельные механики для интересного крауд-контроля. Тремя китами крауд-контроля в Streets of Rage являются кадры неуязвимости, стан врага при ударе по нему и прием вертуха. Ладно, шучу, это ходьба. Начнем по порядку. Кадры неуязвимости встречаются в некоторых анимациях персонажа, которым управляет игрок. Буквально это означает, что во время этой анимации игрок неуязвим к атакам врагов. Зачастую они существуют для того, чтобы игрок, выполняя действие, у которого очень длинная анимация, не получил незаслуженный урон. Например, в анимации броска противника или перемаха есть кадры неуязвимости. Фишка в том, что умелый игрок может применять эти анимации для доджа атак врагов, но для более эффективной манипуляции над противниками поможет стан. В SOR он играет особенную роль, например, в черепашках для Сеги The Hyperstone Haste стан врага кратковременный и практически бесполезный. В битэмапах стан нужен для того, чтобы ты мог хотя бы завершить комбо, но в SOR он настолько длительный, что ты с его помощью можешь оглушить противника и занять более выгодную позицию для дальнейшей схватки. Однако, что самое интересное, ты можешь использовать стан, чтобы сбрасывать комбо. В Streets of Rage дуэль с противником не представляет никакого интереса не только потому, что у врага скромный мувсет, но и потому, что благодаря стану ты можешь убить его одним комбо и без нокаутов. Прикол в том, что нанося пару ударов и делая паузу, ты ресетаешь этот самый стан, и это позволяет безнаказанно убить врага. Вам это может показаться слишком имбой, вообще каким-то эксплойтом. И по сути это так, но такой прием требует много внимания к одному врагу. И когда на экране их много, убить так всех не получится. Проблема лежит в сражениях с боссами, так как это зачастую поединок 1 на 1. И используя эту фичу со станом, у босса не остается никаких шансов нанести вам урон. Изначально я хотел описать здесь всю свою боль в одном месте от того, какие же сломанные боссы в этой игре. Но пройдя игру больше одного раза и уже без сохранений, Butthurt сменился легким разочарованием. Хотя Мистер Икс та еще боль. Кроме как снести все здоровье игрока с 2 тычек или с одной на высокой сложности, боссы ничего не могут сделать. А если еще и грамотно доджить их атаки, то можно вообще остаться с полной полоской хп. К тому же каждый босс очень просто убивается граб-лупом. Если взять врага в захват, ударить 2 раза, отойти от него и снова взять в захват, такой прием можно использовать до самой смерти противника. Как вы поняли, боссы в SOR самая слабая часть этой игры. Ситуация немного меняется, когда на арене с боссом появляются и рядовые враги, либо боссов двое, и тебе уже приходится включать мозг, но такое случается не всегда. Я не про мозги, а про спаун врагов, если что. Гораздо интереснее в Streets of Rage драться с множеством обычных врагов. И уже в первой части их классификация была достаточно разнообразная. Сначала на нас натравляют обычных галсий, которые не особо агрессивные,
но как только они берут нож или трубу и ходят туда-сюда, перестаешь их считать лохами. Затем нас знакомят с сигналами, которые могут делать подкаты и кидать игрока. Вскоре появляется Нора с хлыстом, который отвечает за атаки средней дистанции, и этих доминанток лучше всего нейтрализовать первыми. В дальнейшем появляется разновидность Норы, которая оглушается лишь от одного удара, и этого прикола я вообще не понял. Всем привет, это снова монтажный пар. Короче, я выяснил, почему эти норы садятся. Прикол в том, что как только ты отходишь на какое-то расстояние, они тут же встают и атакуют тебя со спины. Ну просто крысы, просто, ну что это такое? Ну не знаю. Потом появляются ловкие Хакуро, Хакуо, Хакуё, в разных источниках их по-разному называют, которые прыгают туда-сюда, могут ставить блок, и вообще они опасные ребята. Ну и под конец Джек, который атакует проджектайлами, то есть швыряется всякой фигней, вроде топоров и факелов, и стоит аккуратно к нему подходить. Но не разнообразием врагов Сор отличается от других битэмапов. Интеллект противников прописан таким образом, что они окружают игрока, и просто спамом забить сразу всех не получится. Здесь приходится грамотно использовать и станлок, и кадры неуязвимости, и удар в прыжке, который крайне полезный, ибо противники не могут контрить воздушные удары. Ну и конечно же нужно уметь правильно передвигаться. В игре нет возможности увернуться, нет парирования, нет блока. Ты либо ходьбой избегаешь атаки, либо просто не подпускаешь врагов на расстояние удара, атакуя первым. В особо экстренной ситуации можно, конечно, использовать помощь полицейской машины, но такая возможность, как я говорил, единична. Поэтому, комбинируя станлок, спам удара и возможность прямо во время атаки менять направление, можно применить прием вертуха. А вы думали, я рофлил? Если быстро нажимать и кнопку удара, и поочередно вперед-назад, влево-право, но это же 2D игра, помню, да? То ты практически одновременно наносишь урон сразу по двум направлениям. Причем, если ударить противника обычным комбо, то между ударами кулдаун хоть и маленький, но присутствует. Однако, используя вертуху, ты можешь бить врага настолько быстро, насколько позволяет твоя скорость нажатия. Овладев этим навыком в совершенстве, Streets of Rage перестает быть хоть сколько-нибудь трудной. Но так как этот прием сложно исполнить, да и выглядит он очень круто, интерес от игры не улетает в трубу. Обычно как бывает? Ты разгадал загадку боевой системы, и местные враги перестают быть испытанием. Они просто превращаются в алгоритм, который ты уже прекрасно знаешь. Streets of Rage по сей день остается добротной игрой, даже несмотря на высоты, которые достигли SOR 2 и SOR 4. Особенно интересно в нее играть в кооперативе. Разработчики перелопатили жанр битэмап и сделали что-то действительно уникальное. Музыка, представляющая собой отличный фанк, до сих пор занимает высокие места в топах саундтреков из игр, как минимум времен 16 бит. В игре крайне интересные локации. Каждый уровень разительно отличается от предыдущего, и после пары прохождений ты уже точно помнишь, что 7-й уровень — это лифт, на котором можно просто выкидывать врагов с арены. 3-й уровень — пляж, ну а 1-й — это, конечно же, те самые улицы ярости. Первая SOR разошлась невероятным тиражом. Аудитории очень зашли и игровой процесс, и графика, и музыка, отчего Sega долго тянуть с выходом второй части не стали. Однако это совсем другая история. Всем спасибо за просмотр. Да, давно не виделись, но я лучше расскажу обо всем в последнем ролике этого цикла, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Классно забатил, да? А ведь я не часто прошу об этих вот лайках, подписках. А сейчас попросил, да, такие времена. Короче, увидимся. И разработчикам пришлось внедрить в игру не только действия, которые нажимаются нажатием. Нихуя себе.